Утро начинается не с кофе, а с поиска масала ти. Нужно сделать бодрящий глоточек. Я бы так не смог налить. Вот такой вот стаканчик стоит 10 рупий, но на этот раз он его сделал очень сладким. Я просто не любитель сладкого. Кому-то нравится с утра, мне нет. Удовольствуемся тем, что есть. Сегодня мы попытаемся ответить, почему в Индии так грязно, как с этим борются и как этого избежать. Как говорит моя жена, Денис, перед началом нового дня всегда завтракай. Что я сейчас и буду делать. А сделаем мы это вот в таком вот кафе. Плюс никого нет. Очень большой плюс. Здесь только вечером народ. Естественно, можно посмотреть сверху на всех. Не свысока, а сверху. Плюс здесь хороший интернет и очень вкусно готовят. Вот какой-то орел летает. Что у нас на завтрак? Это чикен тали. Рис, кукурузная лепешка, 2 лепешки из муки, что-то молочное, лук, помидор, огурец, кусочек лайма. Вот это не знаю, что такое, сейчас посмотрим. Чечевица. Ну, естественно, курочка. Куда же нам без курицы? Это очень вкусно, остро, ароматно, пряно, как угодно можно это назвать. Но это доставляет наслаждение. Индия – это вторая страна в мире, которая наделила реки человеческими правами. Ганга и Джамна. То есть это живые существа. Почему это так было сделано? Инициатор данного закона, постановления хотел как-то максимально обратить внимание на экологическую катастрофу. Наверное, из-за этого. Наша поездка стоит 300 рупий. Да, это не электрический мопед, здесь более шумно. Уже начиная с верховья, Ганг становится очень и очень грязной рекой, потому что огромное количество стоков из предприятий, заводов. Соответственно, Джамна, ее притока, то же самое. Говорят, что водой из этой реки даже огороды вредно поливать. Она настолько ядовитая. Мы на месте. Данная река считается одной из самых грязных рек мира. Это обычный берег реки. Я думаю, тут даже не надо ничего комментировать. Она просто даже отвратного цвета. И такой запах не очень приятный, конечно, исходит. Hello, hello. Hello, Hello. how are you? Nice. Даже что-то там вылавливает. Что-то ищет. Здесь кто-то постригся, похоже, вот недавно.
Это, я так понимаю, после всяких праздников, смотрите, здесь вот этих кувшинов целая куча, вот они их вылавливают, наверное. Вон статуэтка, я смотрю. Сейчас увидите, что там валяется. Просто статуэтка. То есть тут все дно в этих статуях. Ну реально здесь даже не то, что пить, тут купаться страшно. Покроешься весь волдырями. Какой-то обряд делали. Рис, цветочки, уголечки. Когда едешь по мосту, ну, получается, вдоль всего моста идут решетки. И видно прям, как они скидывают этот мусор вниз. Такое дома не увидишь. Конечно. From Russia. What's your good name? Денис. Dini. Yes. Okay. What are you doing? What is it? Mala. Мало. Ну, какое-то ожерелье. Oh. Блин, от него прям тиной воняет. От этого пацана. Ну, видно, что он там по грязи. Dal. По грязи ковырялся. You can come. I can show Окей. another things. 5 минут, окей? Ну, это, я так понимаю, настоящие волосы на этой статуе. Это волосы человека. Ну да. Какой-то This темп. was monster. Темп. Hindus. Ёптать, куда я наступил? Hindus Devi Durga. They is monster. They peacock. They what's they. This is a peacock body's part, and they very good for Hindu in India. Окей. This is my friend. Говорит, я hungry. This is my friend. This is was collecting coins. Я понял, что на вас не напасешься денег. Come, Все голодные и всем дай. I can translate in English. Okay? Ага. Окей. Come this side. Она реально грязная, очень грязная. Очень грязная. Я даже не могу описать состояние воды. То есть это как будто... Ну, в реках обычно не бывает такой воды. Она проточная, она течет, она более-менее чистая. Здесь же она как будто с какого-то болота бродит, киснет, тухнет. Ну, как обычно, корова. Коровка. В Индии так, хочешь смотреть, плати. Ну, я понимаю, конечно, блин, все это жалко. Ничего с этим не поделаешь. По 20, по 30 рупий даешь, по 50. Этого достаточно. Yes, camel. Сейчас попросил развернуться водителя и поехать, то есть на тот берег попасть. Там я увидел лошадей, верблюдов. У вас, наверное, возник, друзья, вопрос, какая страна первая наделила, очеловечила реку? Это Новая Зеландия. Первая страна в мире. Я, конечно, сейчас был в шоке от увиденного. Просто два каких-то чувака просто сидят и по-большому справляют свою нужду. То есть он прям на меня сидит, смотрит со спущенными штанами. Ну, конечно, неудобно такие моменты заснимать. Но это в порядке вещей. То есть никто тебя укорять не будет, потому что организм требует выпустить из себя лишнюю массу ненужную. Верблюдики. Ну, что-то они худощавые какие-то. Очень худые. Вот что карета. Ну, скорее всего, катают туристов на этой карете. Но они очень худые. Пацаны поймали рыбу. ये चिचंदर लोग मिलते रहते हैं नंगे फंगे दीपक कितना चालू वाला है Я бы такую рыбу есть не стал. Ну, блин, это рыба. Видно, когда река
не знаю, там сезон дождей разливается и вот сюда закидывает. Там видно, под трубами кто-то живет. Это прям видно. Туда не будем, потому что они так на меня смотрят неправильно, когда с камерой ходишь. Начинают коситься. Ну, некоторые озлобленные, я понимаю, что это не особо всем нравится. Подойти близко к реке с этой стороны мне не дали, конечно. Какие-то проблемы от местных органов власти. То есть не разрешают подходить для туристов. Нежелательно вести фото и видеосъемку. Попробуем посмотреть с моста вниз. Вон, видите, смотрите, вот только что чувак взял и скинул мусор. Вот прям только что. Вон на мотоцикле. То есть здесь это нормальное явление, кидать мусор вниз. Я не знаю, с чем это связано. Зачем так люди делают. То есть его никуда он не повез, он мог его оставить где-нибудь вдоль дороги, но он его скинул. Вот на этом мотоцикле. Это необъяснимое явление. Это необъяснимое явление. Вон там какой-то дядька сидит, перебирает все. Вы не хотели искупаться в такой реке? Хочется плакать от увиденного на самом деле. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходит. После увиденного я вспомнил лето, пляж, Волга, кристально чистая вода. Вода настолько прозрачная, что на глубине где-то 1,5-2 метра видно, как рыбка полукилограммовая плывет. И я понимаю, что у нас все хорошо. У нас реально все хорошо. Даже в пробках здесь есть попрошайки. Вы не представляете, у меня не было мелких денег, а он мне поцеловал ногу. И меня это прям сильно зацепило, конечно, я не смог не дать. Просто ногу поцеловал. Я, конечно, в шоке. Реально в шоке. Это произошло очень быстро. То есть, если бы я увидел, что он хочет сделать, я бы убрал, естественно. Он просто наклонился, я думал, он что-то хочет поднять. Я совершил большую ошибку. Я, в принципе, знал, что еду далеко и придется там раздавать по 10, по 20, по 30. Нужно менять, потому что у меня уже остались одни крупные купюры, и, в принципе, дать-то не можешь. Пятихаткой не можешь раскидываться. Всегда меняйте, если вы, конечно, прям четко их рубите сразу. Это ваше право. Я даю, но, конечно, не всем. Если всем давать, без штанов останешься. Водитель остановился, что-то купил. Один пакетик, сейчас вот все замешается. Типа на свая, что ли, местного какого-то. Язык? Ну да, это похоже на свай. Пахнет мылом каким-то. Типа на свай. Все, закинулись мы. Можно ехать дальше. Продается в любой такой маленькой точке. Будьте бдительны на дороге. Сейчас мы остановились на светофоре, и я так понимаю, что трансвеститы были, они еще мне рюкзак не вырвали. То есть он меня прям вытягивает, что-то спрашивает, что такое невнятное. Поэтому, ну они сильные. Хватка сильная была. Я удержал рюкзак. Потом водитель их погнал. Водитель рикши. Тук-тук, рикша. Там, где есть свободное место, куда можно засунуть мусор, он везде. Вот даже сейчас едем, в принципе, по городу. Вот он мост, какой-то промежуток между балками. Забито все.
Едем дальше, то же самое, картина повторяется. Вот прям он, где будет сильно мешать, его уберут. А там, где его можно складировать, воспользуются такой возможностью. Лепешки. Вот так вот красят в Индии вещи. То есть здесь какая-то краска. Вот в этой кастрюле. Я так понимаю, что вот эти вот джинсы, наверное, красили только что. То есть у него там разные баночки. Он освежает старые вещи. Ну, значит, это востребовано. Вот здесь вот что-то бирюзовое, судя по палочке. Скорее всего, здесь вот эти... А, вот эта сумка, наверное, красилась. Или что это такое? Вот еще одна такая красильня. Любые вещи можно покрасить стиралкой. И вон они возле входа в пол. Эти штаны будут синие, похоже. Изначально цвет зеленый. Что-то похожее мы уже с вами сегодня видели. Не зря здесь карета стояла. Смотрите, чтобы вы понимали, у лошадей чище, чем на улице. И видно, это не бедный человек их содержит. Соответственно, есть кому убираться. Лошадки чистые, ухоженные, намытые, стриженные, глаженные. Красавцы, в общем, одним словом. Я куда-то забрел, где одни кареты. Каретных дел мастера живут. Сами индусы, они опрятно выглядят, если не брать в счет бездомных. Все чистенькие, беленькие, красивые. Здесь что-то готовят. Чай, много чая. Велосипед-точилка. Вот так вот выглядит. Thanks. Посмотрели и дальше. Удивились и дальше. Еще одна лошадка. Вот, пони. Тоже, наверное, для туристов. Надо быть очень богатым, чтобы такое количество лошадей держать в Дели. Чтобы вы понимали, стоимость жилья здесь такая же, как в Москве. 100 квадратных метров стоит, вот буквально недалеко от Мейн-базара, 25 миллионов рупий. Это где-то 27 миллионов рублей. Недешево. Каждые 3 минуты к вам подходит новый человек, предлагает услуги, сделать шопинг, отвезти вас куда-то. Прям вот видят, турист, иди сюда. Самая обычная картина, какой-то храм, тут же он раздают еду, тут же вот едят, я так понимаю, бесплатно все. Тут же все это бросается на пол. Сами люди уже к этому привыкли. Мне кажется, это тяжело осознать, что должно быть иначе. Два дяденьки встали на мотоцикле, пытаются проехать там, где нельзя проезжать. No, thanks. Вчера задал индусу интересный вопрос. Как относится у вас к тому, что, например, ты индус, жена русская? Можно. Муж русский, жена индусская. Практически невозможно. Муж мусульманин, жена индуска. Можно. Жена индуска, муж мусульманин тоже можно.
То есть мусульмане с индусами это намного легче, чем русские с индусами. Вот так вот. Можно все, но тяжело. Мусорные баки есть, но они пустые. Конечно же, лучше мусор хранить на асфальте, так надежнее. Можно постричь на улице легко. Здесь спицы какие-то продаются для велосипедов, запчасти для стареньких. Решил перейти на эту улицу. Вот здесь чье-то домовладение. Кухня здесь. То есть они, так я понимаю, живут здесь. Хотя там рыба-то не дешевая в Индии. Значит, может, кафешка какая-то была. Ну, для малоимущих. Вы, наверное, не слышите. Но птица, вот прям как соловей сейчас заливала. Очень красиво. Пришлось остановиться и 5 минут слушать ее трель. Какой-то здесь непонятный район. Прям сильно пахнет краской. Очень сильно. Он уже на протяжении 300 метров этот запах преследует меня. О, вкусняшки. Вкусняшки, вкусняшки. Что-то сейчас на голову упадет. Это белка. Сейчас я подошел какой-то мужик. Просто я не мог, отвязаться уже, так скажу. Минут 15. Вот он прям как вампир, он меня атакует морально. Давай туда, давай сюда, где мама, где папа, там все, что можно. И на русском, на каком только можно, он найдет подход к вам. Хороший маркетолог. Хорошо предлагает свои услуги. Но мне реально не нужно было. Не нужны они были. Туда идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Бездомные, скорее всего. Здесь, мне кажется, нормальное явление. Так, нам надо перейти куда-то. На ту сторону. А, вот здесь темпл какой-то. Красивый причем. Ну, это индийский храм. Thanks. Здесь прям какая-то атака идет на меня. Живут вдоль улиц, вдоль заборчика. Заметил все квартиры с маленькими окнами. Все сжато, скомкано. Чистая же улица. Почему вот так нельзя везде? Ну, почти чисто. Памперс не считается. Двор местный с очень красивым деревом. Вернее, красивые цветы. Решил я зайти в этот храм, обязательно надеть головной убор и штаны. Перед входом нужно наступить вот в эту лужу, я не знаю, санобработка. Я смотрю, некоторые не наступают, но там, мне кажется, она вообще не поступает ниоткуда и не обновляется, поэтому побоялся это делать. Классно. Как-то светло здесь очень. И на душе тоже становится
светло. Спустились вниз, здесь раздают щетки, то есть вы можете спуститься и почистить вот этот заборчик, кто хочет. Кто-то мимо проходит, кто-то заходит, спускается, чистит. Перед выходом дают водичку попить. Здесь вот такая стойка. Ну, она вкусная. До дома, если что, 3 километра. Ну, здесь не все с идеальными пятками. Вероятность нахватать грибов, конечно, есть. Грибок. Он же грибок. Ну, красиво, мне понравился. На выходе. Хотел снять, не разрешили. И нужно было брать 2 руками вот эту штуку. Пришлось камеру подключить. Это что-то сладкое. Какая-то каша сладкая. Я даже не пойму, из чего это. Зерно какое-то. Сладкое зерно. Стоит отметить, что на территории храма очень все чисто и вылизано. Прям вот чистота. Как раз вот про мусор и говорим. Сейчас сзади меня 3 пацана, взрослых, может, мои ровесники. Прям вот прислонились к этому забору. И пофигу, что тут туристы едут, люди ходят, вот они прислонились и поливают стены. Это нормально. Честно сказать, вот мне многие говорили, что здесь люди не комплексуют в плане сходить в туалет на улице. Я не верил в это. Сейчас я в это верю. Это очень и очень просто сделать. И никто тебе, в принципе, не помешает. Никто тебя не укорит за это, там, не застыдит. Нужно, значит, нужно. Вот это вот вход в какое-то здание. Да, фу. И вот здесь, ну, все пропахло жидкостью, которую выделяет человек. Ходим, гуляем. Многих из вас, конечно, оттолкнет такая Индия, но она живая. Она живая. Я, наверное, за это ее люблю. После долгой ходьбы, ну лежи, нужно утолить жажду мандариновым соком. А здесь он что-то готовит интересное. Микс, yes? Вкусный. Не кислый, не сладкий, вкусный. Хочется жить. Пока ждем сдачи, надо показать вам, как соки делаются. Сады при Доне. Свекла, морковь. Морковь, между прочим, вот это прекрасная, сладкая. Какой сок. Просто сказочно. Он мимо там.
Вид у сока хороший. Азиатские рынки это, конечно, что-то. Это очень красиво, завораживающе. Видите, сколько фруктов. Очень много. И здесь вот идешь, прям аромат стоит гуавы. Приятный. Вот женщина что-то говорит сейчас. Полюбил я гуаву. Сейчас был очень сильно удивлен. Видите, вот этот мальчик идет впереди меня. Подходит мужик сзади и очень такой чапалах хороший отвешивает. Мама в это время поворачивается, я не знаю, мама, сестра, и не поймет, что сказать. Может, наверное, это какое-то приветствие. Ну, с детьми, может быть. Небольшой перекус у нас сейчас. Заказал чикен тали. Мне кажется, или там рыба лежит. Надо подойти посмотреть, интересно. По-моему, там рыба лежит, жареная. Name? Катла. Катла. Рыба катла. А вот из рыбы. Видно кончики, хвостика. Это реально очень много. И в 2 раза дешевле, чем в каком-то модном заведении. Берем чуть-чуть курицы и пробуем. Я уже попробовал. Чертовски вкусно. Мастера своего дела. Обязательно лайм. Сбрызгиваем. Дома приготовишь чечевицу и радуешься. О, блин, классно получилось. А здесь это самое простое блюдо приготовить. Очень много приправ, очень много. Эта штука очень острая. Дал. Но это не дал, это что-то более жидкое, чем дал. И там один перец. Воспользовались услугами велосипедиста. Едем в магазин. Ну, с местным едем. Я предлагал пойти пешком, но мне сказали нет. Поедем на рикшу. Велорикшу. Если бы я вот так же весь день так же катал людей, кажется, я точно такой же худой был, как и он. Знаете, он 2 везет сейчас. По соточке каждый. Мото-электро, байки, мотоциклы, все вместе. То есть что-то еще нужно покрикивать, чтобы тебя пропускали, не просто крутить педали. То есть дать о себе знать. Вот так весь день. То есть наступил тот самый момент, когда мы поднимаемся в гору, блин, я уже хотел спрыгнуть, мне сказали, нет, сиди. Ну, видно, прям тяжело. Понимаешь, что это его работа, но нам неудобно.
захотели купить алкоголь в Дели, вот что вас ждет. Я сначала не понял, что здесь алкоголь. Я думал, здесь что-то бесплатно раздают. Здесь просто давят люди. Поэтому мне дали услугами местного дали возможность воспользоваться. То есть он где-то там в очереди стоит. Тут реально раздавятся. Почему мы поехали с местными за алкоголем? Потому что в этой очереди, сказали, опасно стоять, можно остаться без карманов, сумок там, вплоть до трусов. Ну, щипачи очистят вас, зачистят все, что лишнее. Вас, наверное, заинтересовало, сколько стоит вот эта поездка. 70 рупий стоит вот так проехать метров 400 туда и 400 обратно, и плюс он подождал. Естественно, я ему дам больше, мне даже как-то стрёмно дать ту цену, которую он сам сказал. Опять же, это только потому, что местный его нанял. Если бы я сам подходил, для меня фикс-прайс был бы другой. Едем в Газипуру на самую большую свалку в Дели. И, по-моему, вторая она в мире, эта свалка. После африканской. Ну и, как обычно, договариваешься на одну цену. Но я знаю, что по приезду, так как он меня там подождет, цена увеличится. Это однозначно. Он будет требовать свое. Придется ему уступить чуть-чуть. Это факт. Самое главное, чтобы ты сел, поехал, а там уже цена начинает прыгать. Поэтому договаривайтесь сразу, на берегу. Он поменял вот эту свою куртку на вот эту рубашку. Смотрите, вот здесь такая же цветом рубашка. У дедушки такая же рубашка. Если без рубашки, 10 тысяч рупий штраф. Одинаковые. То есть, если где-то они там внутри трущоб катаются, не проблема. Если выезжаешь в город, то нужно одеть. Быть в форме всегда. За 20 рупий купил полотенец. Ну а теперь мы поговорим о причинах, почему в Индии грязно. Их 3. Первая причина — это система варн и каст. С древних времен повелось, что убирать мусор должны только неприкасаемые. Представителям 4 варн — брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам — не пристало заниматься этим унизительным занятием. Вторая причина связана с коровами. Все отходы были раньше экологическими. Они либо перегнивали, либо сжигались, либо съедались. Привычка бросать мусор не исчезла, а с приходом пластика, стекла и металла весь мусор перестал перегнивать. В-третьих, урны постоянно крадут. Из-за бедности. Нет урн, на улице грязно. Количество нищих фантастически велико, поэтому они идут на любые поступки, лишь бы добыть еду. Что делает правительство Индии, чтобы стало чище? Единственный доступный способ борьбы с мусором – это огонь. Регулярно поджигают свалки, которые тлеют часами, разнося токсичные химические канцерогены. Власти также вернули мусорные баки на улицы. Более того, сделали их раздельными. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приступил к массовой кампании по очистке Индии от грязи, подключив звезд кино, телевидения к уборке улиц. Но результата это пока не принесло. Впереди нас какая-то... What is it? Буса. Муса. Буса. Буса. В общем, что-то дробленное. Не пойму, что. То ли зерно. Нет, не зерно, а солома дробленая. То нам не дает проехать. Здесь дорога, конечно, тоже не айс. Окей. Для коров, короче, еда.
Здесь вот начинается прям очень сильно. This is no oxygen, yes? This good place. Да, здесь запах очень сильный стоит, но меня этим не напугаешь. Главное нам не застрять в этой луже с говном сейчас, потому что здесь очень глубоко становится. Я даже не знаю, как туда в кроссовках пройти. Это нереально сделать в эту улицу. Это просто нереально пройти. Здесь опять проблема, мы не можем проехать, что-то копают. Здесь тоже и полиция есть, смотрите, своя. Здесь дышать невозможно. На самом деле задыхаюсь. Здесь нашли самое короткое место дойти к свалке. Ну, здесь просто гора. Это реально огромная гора. Hello. Просто огромная гора. Кружат коршуны, орлы, какие-то птицы. И стоит очень такой запах. Ну, не прям вот, чтобы тебя аж разрывало, но неприятно. Да, я так понимаю, проход запрещен. Это просто гора, реальная гора. Здесь прям кислотой уже воняет. Куда-то свернул, зашел. Этот дедушка, он мусульманин, поздоровался с ним. Здесь разводят баранов, я так понимаю. Это прям возле мусорки. Вот мусорка, вот барашки. Салам алейкум. Конечно, картина такая необычная. Непонятно, вообще первый раз такое вижу. Вот она ферма, вот она свалка. В общем, узнал я, одна коза стоит 7-8 тысяч, ну точно так же и баранина стоит. Непонятно. Здесь уже маленькие козы. Очень много коз, много коз. Барашки. Если честно, страшно, потому что я не понимаю, куда меня ведут. Но радует, по крайней мере, то, что это мусульмане. Ничего не будет со мной. Вот этот момент меня не пугает. Здесь я не знаю, кто живет. Какие-то клетки для кого. Может, склады. Салам алейкум. Но мусульмане? Не ответили, значит, не мусульмане. Потому что так посмотрели на меня. Ну, это, наверное, рыбакяги здесь. Салам алейкум. Вот так выглядит мечеть. Но я не стал туда заходить, потому что я в шортах. То есть
Чистенько, аккуратно. Интересно. Давайте я вам покажу, вот так она выглядит со стороны, чтобы вы понимали. Мечеть. Или она недостроена, или она старая. Ну и вот эти громкоговорители для азана. Все есть. Или строится. Тут непонятно. Тут и старые, и новые, и все подряд. У меня есть ватер. Короче, в горле что-то оседает. Прямо оседает в горле. Чувствую. Не пойму, что первый раз такое. Как они здесь живут. Как-то выживают, как-то живут. Чтобы вы понимали, сколько здесь мух. Даже он отсюда убегает. Okay, come sit. Can you? Can you? No, no, no. You're very nice. No, no, thanks. Вот здесь вот что-то садится, оседает прям. Ну точно, от кислорода. То есть сначала ты не обращаешь на это внимания, и ты понимаешь минут через 15, что у тебя что-то здесь стоит. Он меня спрашивает, you happy? Да, я happy. Сворачиваем булочку. Slowly, slowly, okay? Ну, пытаемся проехать. No problem. No problem. Пытаемся проехать там, где они живут. Ну вот показать одну из улиц. Ну, может быть, это даже чистая улица. Кау, корова. Получается, мы заехали сейчас на улицу, где все занимаются скотиной. Потому что куда ни глянь, одни буйволы, коровы во дворах стоят, большое количество. И вот это вот, если вы подумаете, что это грязь вытекает, это не грязь, это продукты жизнедеятельности скотины. Ну, мне понравилось, если честно, здесь. Жить бы, конечно, я здесь не хотел. Здесь ты задохнешься. Здесь нет кислорода. Он есть, но его очень мало. Пять минут, как мы выехали, и можно вдохнуть полной грудью. Здесь намного чище по сравнению с тем, что там. И хотелось бы увидеть статистику по больным с того района. Это что-то, наверное, страшное. You happy? Он счастлив, друзья. И я тоже. И все мы счастливы.
Food Temple. Good. А, Buddha Temple. Good temple. Buddha Temple это. Храм Будды. Большой флаг впереди виднеется. Он же прапор. По-белорусски, по-моему, прапор, да, флаг? Ну, или по-украински, ну, точно из этих двух стран. Как говорит моя жена, нежели богато, нех и начинать. Это про меня. Я не знаю, с чем это связано, но сегодня я очень долго спал. Я никогда столько не спал. Часов 9 сна было у меня, что меня сильно удивило. Даже в России там 6-7 часов встанешь, проснешься, ворочаешься, а это просто трупом уснул. Может быть, кислорода много из-за этого? Опять не успел заснять. Просто машины останавливаются. Если вчера останавливался здесь какой-то молодой чувак на мотоцикле, то сейчас уже и взрослые люди. И машина такая не бедная далеко. Просто остановились и кинули вниз в реку. Сейчас мы дойдем до этого островка. Надо дойти. Вниз не получается спуститься с той стороны, где хотелось бы. Там полиция. Government. Police. Как мне объяснили. Не пускают туда. Вот они выкидывают мусор. Вот видели, да? Просто он вытряхивает и поехал дальше. Это не река, а река Мусорка называется. Вот эти женщины забирают пакеты. Блин, офигеть, конечно. Он какой-то мальчик и юноша купается, видно. Деньги спрашивают. Ты аккуратнее, не выпади туда. Сейчас дам, подожди, дай мне отснимать видео. Окей? You nice? Happy? You nice. Я еще тот знаток английского. Блин, они прям лазят, не боятся, смотрите. Дети маленькие, вообще... Аккуратней. Блин. Вот тоже высыпали. Здесь, скорее всего, написано: не сыпьте мусор в реку. Но на заборе тоже много что написано. Солнце не может пробиться даже сквозь смог. Hello. Не поворачивается. Веселый водитель у нас. Окей. Happy. They're very nice fruits. Like yummy. Taste Name? amrut. Анрут? Amrut. Гуава, но? Какой-то фрукт, говорит, амрут. How much 1 kilo? Amrut का इंग्लिश में क्या कहते हैं? Он ищет, что такое амрут. या Google Translate. В общем, это, друзья, это на гуаву похоже. अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Амрут фото. Ну, гуава. Yes.
Это гуава. Very nice, very nice. This like? Ком. मैं कितने गई है? Wait, please. Wait, please, ला दो. Не знаю, но она зеленая, блин. Я ел, она вкусная, но желтая. He's my friend. He's my friend. Я его друг. А че как? Вот. एक और कर दो ऐसे बचता है. Он меня угощает гуавой. Что-то она... А, сейчас... Very, very nice taste. Chaat masala. Окей. That's spicy. Spicy. Гуава с масалой. That's my chaat. Ван, можно? No, no problem. Не, ну, No, no. достаточно. It's like, Кисло. Она немножко вяжет рот, но она вкусная. Именно приправа ее раскрывает. На реке Джамна. Это незабываемый вкус. Главное бдить за рюкзаком. Ну. Достаточно. У меня... Ван. one piece, no problem. Вот это уже помягче. Это уже помягче, и она более какая-то желтоватая внутри. Да. Он решил меня закормить гуавой. Вкусно. Возьми. Бай. Пока-пока. Остановите его. Он просто наслаждается этой гуавой. Это дочка и 2 сына. Без обуви. Блин, жалко. Мальчик так и держит эти 100 рупий. Не хочет он трогаться. Повезли бамбук. Yeah, hungry. You hungry? Это его мальчик. Это его учитель, а это он оказывается еще и бодибилдер. Strong man. Так вот. Занимается, работает. Зарабатывает деньги. Здесь надо чувствовать, чтобы рикшу, чтобы не зацепить машины, потому что тут в одной полосе и машины, и мотоциклы, и все. И кони, и лошади. Еще я заметил, все, кто на рикшах, босиком ездят. Не любят долго сидеть в сланцах. Все как обычно, в конце добрый, милый парень превращается в денежного вампира. Нельзя показывать, что у вас есть деньги. Это большая ошибка. Ваша. И моя тоже. Ни с того, ни с сего появляется какой-то брат. Это мой малый брат, это мой старший брат. Ты можешь меня угостить тем. Ты можешь меня угостить этим. Я говорю, друг, ну я же тебе дал нормальный денег. То есть мы как договорились, я даже дал больше. Нет. Я ему же потом в конце говорю, ты
некрасиво себя ведешь. Вроде был весь день нормальный. Он окей. Вроде на этом разошлись. Взял его номер. Если что, говорит, звони. Я говорю, хорошо. Тут же рядом вот такая вот штука продается, я так понимаю, закуска, наверное, к алкоголю. Это, what is it? Это что-то на горох похоже, горох и тут перец, чили, томато и еще горох пророщенный. И даже у него вы можете оплатить вот через такую штуку. Чапати, no, my friend. Я уже дал чапати. My friend, я уже дал вам на 10 чапати. No, не надо ни в коем случае. Потому что они реально начинают вырывать деньги из рук. Когда они видят, что у вас есть деньги, они начинают их прям вырывать из рук. То есть чем крупнее купюра, тем больше движения от них. Если они у вас увидели деньги, все, они не отстанут, они будут идти за вами до последнего. Имейте в виду. Поэтому реально лучше не светитель давать там, я не знаю, по 10 рупий. Ну, вот результат, когда ты хотел дать деньги. Он сразу от камеры убегает, естественно. Но он реально хотел им дать. Но они просто хотели выдернуть деньги. Крупную купюру у него. Они будут давить на него до тех пор, пока он им не даст. Все, он дал, отстали.